Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Марусей решили попробовать по вашим просьбам новый формат. Сразу хочу уточнить, кто такая Маруся. Это человек, который сидит по ту сторону экрана, который все это снимает, редактирует, монтирует, накладывает музыку. То есть, если бы не Маруся, к которой я время от времени с любовью обращаюсь, мы бы с вами не имели возможность наблюдать уже третий год за этими прогулками по Москве. Что мы попробуем сегодня? Поскольку еще не наступила настоящая весна, мы решили попробовать формат так называемой говорящей головы. Это такой вполне себе устоявшийся термин в журналистике. И по действительно многочисленным просьбам мы решили рассказать о Москве глазами местного жителя, но для туриста. Причем к туристам в Москве мы относим и тех людей, которые живут в городе всю жизнь, и которые считают, что очень важно посмотреть на пирамиды, прогуляться по Лувру, поплавать на гондоле по Венеции. А Москва, она здесь, она никуда не денется, и на нее времени точно совершенно хватит. Вот сегодня мы будем записывать всех москвичей в гостей нашего города для того, чтобы в начале сезона вдохновить вас на прогулки по родному городу. Справедливости ради, мода среди москвичей на прогулки по Москве продолжается уже, наверное, лет 10, и есть абсолютно грандиозные проекты «Москва, которой нет», и «Коузи Москву» и так далее, которые существуют давно и которые, собственно, были в начале этой моды. Потом к ним присоединилось еще множество замечательных проектов, и если вы просто наберете в поисковой строке «Прогулки по Москве», вам выпадет миллион разных вариантов. И ими, конечно, можно и нужно пользоваться. Но мы сегодня попытаемся наметить план на ближайшую весну и лето для того, чтобы вы, гости нашего города, или еще раз повторю, его коренные жители, все-таки знали его не только благодаря схеме московского метро или остановкам общественного транспорта, хотя это чрезвычайно важно, но и смогли о Москве не только спеть песню, но и рассказать ее историю. Ну и начинаем мы сегодняшний рассказ, сегодняшнюю прогулку. Она будет трехчастная или четырехчастная. Это покажет время, как подробно я буду вам обо всем рассказывать. Начинаем, конечно, с Кремля. Каждый человек, приезжая в Москву, обязательно первым пунктом своей программы вписывает Московский Кремль. Это абсолютно уникальная и крайне недооцененная москвичами достопримечательность. Кремль, будучи основанным, как гласит нам Ипатьевская летопись, в 1147 году, день рождения у нашего города в апреле, хотя День города мы празднуем в сентябре, начинается с вершины, верхушки Боровицкого холма. И за это время разными правителями, великими князьями, царями были построены 4 Кремля. То есть тот, в который мы имеем с вами счастье сегодня заходить, это 4-й Кремль, построенный Иваном III в конце 15 века, благодаря великолепным итальянским архитекторам, которые приезжают в наш город после Аристотеля Фиораванти, и, собственно, этот Кремль и строят. Не впадая в детали и подробный рассказ об этих итальянцах, хотя вы понимаете, мне этого очень хочется, потому что я имела счастье работать в музеях Московского Кремля экскурсоводом и внештатно, и штатно, и мне есть что здесь вам сказать. Но мы сегодня лишь намечаем план, который, может быть, более подробно потом осветим. Итак, мы приезжаем в центр Москвы. Самый замечательный способ передвижения по Москве, особенно если вы турист, это, конечно, такси. Потому что, сидя в такси, а у нас множество разных вариантов вызвать такси, вы можете сразу, смотря в окно, город впитывать, воспринимать и на Google картах помечать то, что вам интересно. Если вы хотите быстро прокатиться по Москве и доехать из точки А в точке Б, это, конечно, метро. Оно у нас расширилось до каких-то невероятных пределов. Скоро, я думаю, оно дойдет до Петербурга, Казани, Владивостока и так далее. Оно действительно расширяется, очень удобно. Ну и
У нас неплохо работает общественный транспорт, поэтому если вы собираетесь в Москву, скачайте приложение «Московский транспорт». И благодаря этому приложению оно и определяет вашу геолокацию, ну, правда, с переменным успехом сейчас, выстраивает вам маршруты, подсказывает, где лучше пройти пешком, где проехать. Поэтому рекомендую вам от всей души. И там еще расписание автобусов. Но так или иначе вы добрались до Московского Кремля, и единственная сейчас возможность зайти в Московский Кремль — это от Кутафьи башни. Вы либо выходите из метро к Александровскому саду, либо от этой самой башни по ступенечкам спускаетесь. И там стоит до сих пор легендарная стекляшка, как ее называют экскурсоводы Московского Кремля, где можно купить билет. Не открою вам военную тайну, что там же есть небольшая комната, где сидят экскурсоводы и ждут, пока их позовут к группе. Здесь же, в этой стекляшке, находится один из магазинов музеев Московского Кремля, который непременно вам нужно посетить. У музеев Кремля абсолютно грандиозная издательская программа, книги про драгоценные ткани, про серебро, про кареты, путеводитель по оружейной палате. Кстати, путеводитель по Кремлю внутри подробный до сих пор не написан. Можете себе представить? Ну, я надеюсь, что это вопрос времени, и кто-то из уважаемых людей, историков, обязательно это сделает. Билет нужно и можно покупать онлайн. Я не буду вас сейчас обозначать цены, они все время меняются. Вдруг вы будете смотреть этот выпуск, мы же верим в лучшее, через 5 лет после того, как мы его запишем, и цены изменятся. Поэтому вы заходите на сайт музеев Московского Кремля, покупаете онлайн-экскурсию. И вот здесь у вас есть варианты. Вы можете либо купить экскурсию просто на проход, либо экскурсию с организованной группой, либо аудиогид. Не могу вам рекомендовать. Я всегда за аудиогид или за живого экскурсовода. Ну, экскурсовод — это всегда лотерея, но коллеги все совершенно замечательные. Я верю, что вам повезет, и коллега в этот день будет в хорошем расположении духа и добром здравии, и сумеет рассказать вам, как удивительно прекрасен и интересен Московский Кремль. Купив билет онлайн, поменяв его в кассах, сейчас работает именно такая практика, вы поднимаетесь по ступенечкам сбоку от Кутафьей башни, ну или экскурсовод проводит вас, вы проходите контроль и идете по единственному сохранившемуся мосту. Он ведет от предмостовой башни до башни Московского Кремля по Троицкому мосту. Если это экскурсовод, он обязательно остановит вас посередине и начнет рассказывать вам историю, покажет, что мы с вами находимся над несуществующей речкой Неглинкой. Сразу захотелось позвонить, обратиться в отдел кадров музеев Московского Кремля, чтобы они меня взяли обратно, хотя бы внештатным экскурсоводом, потому что это, конечно, особенное счастье не только прийти в Московский Кремль, но и рассказывать людям, которые приехали из других городов, о том, что такое центр и сердце нашего города. И с остановками у здания Сената, с рассказом о средневековом городе. Вы дойдете до Царь-Пушки обязательно, увидите Царь-Колокол и выйдете на Соборную площадь. В обзорную экскурсию по Московскому Кремлю входит и Соборная площадь, где на некоторое время вы потеряете сознание от красоты и значительности этого места, и обычные экскурсионные группы дальше идут в Успенский собор. Надо ли говорить о значении и значимости Успенского собора? Это сейчас музей, где в значимые для Успенского собора и Кремля дни проходят и церковные службы. Вы там сядете на скамеечку и будете слушать рассказ о том, как строился Успенский собор, перестраивался, об итальянских архитекторах, о городобойных машинах, о великолепном Аристотеле Фиораванте.
который приезжает в Москву и, пропустив историю до монгольской Руси, по наказу Ивана Третьего, он едет во Владимир, эту домонгольскую Русь смотрит, он создает Успенский собор, пропустив вот эти все знания и впечатления через гений эпохи Возрождения. И поэтому искать следы, признаки итальянской архитектуры внутри Московского Кремля, да и вообще в Москве, это отдельная радость. И вот ваша экскурсия в Кремле закончилась. Непременно, обязательно, абсолютно нужно зайти в Архангельский собор. Как правило, обзорная классическая экскурсия туда не заводят, но вы купите билет на посещение всех достопримечательностей, и невозможно оказаться на Соборной площади Московского Кремля и, как говорили, не поклониться отеческим гробам. Когда вы зайдете в Архангельский собор, вы поразитесь именам, которые прочитаете на саркофаге, и весь пантеон, вся слава и все горести государства российского в тех именах, которые написаны на белокаменных саркофагах Архангельского собора Московского Кремля. Видите, я как будто бы здесь с вами, но на самом деле я там. И это место, конечно, совершенно особенное. Во время церемонии венчания на царство идут поклониться отеческим гробам. Перед серьезными походами или важными делами обязательно идут поклониться. Поэтому не пропустите Архангельский собор Московского Кремля. Когда вы будете на этой обзорной экскурсии, вам обязательно расскажут и обратят ваше внимание, что Архангельский собор – это итальянский дворец, и вы изумитесь, как действительно архитектурные элементы переезжают из Италии на кромку Бровицкого холма. Вот вы посмотрели Архангельский собор, но у вас впереди еще и Благовещенский собор, Домовая церковь, место, где молятся московские великие князья и цари, молятся до кровавого пота. Удивительная шкатулка, которая с трудом пережила XIX век, там утерянные драгоценные росписи на сводах, но это не имеет никакого значения, потому что, ступив туда, переступив порог Благовещенского собора Московского Кремля, вы почувствуете вот этот ход времени, и ляжет на ваши плечи вся эта тяжесть многовековой нашей с вами такой сложной истории. Обязательно зайдите внутрь, посмотрите на удивительный иконостас, обратите внимание на пядные иконы, посмотрите на пол, потому что он тоже абсолютно драгоценный, состоящий из разноцветных камней. Посидите на скамеечке, почитайте про Благовещенский собор, ну и когда вы уже готовы, выходите. Не думайте, что я здесь уже советую вам пойти выпить кофе и отправиться просто гулять по Москве. Это еще далеко не все, потому что если уж вы здесь, вам обязательно, без всякого сомнения, нужно зайти в Патриарший дворец, увидеть храм 12 апостолов. Почему? Это теперь тоже пространство музеев Московского Кремля. Там проходят разные выставки, это экспозиционное пространство. Но на втором этаже есть постоянная экспозиция. И если вдруг в этот раз по какой-то неведомой мной причине вы не сможете пойти в главную сокровищницу государства российского, да, то ее такая мини, ну не копия, это, наверное, неправильно, но важные с исторической и ювелирной точки зрения образцы будут в Патриаршем дворце, и вы их сможете увидеть. Год на год не приходится, но, в принципе, можно подниматься на колокольню Ивана Великого. И если вдруг вы приедете и такая возможность будет, обязательно это сделайте. Не, конечно, даже не до середины вы подниметесь, но все-таки вы взлетите над Боровицким холмом, и Соборная площадь – это череда церквей, которые расставил по местам Иван Калита. Потом перестраивается она во времена Ивана Третьего и дальше, и дальше. Все это будет у вас как на ладони. И поверьте мне,
стороне, вам будет чрезвычайно сложно спуститься вниз. А если уж вы и спуститесь, то совершенно точно другим человеком. Обратите внимание обязательно на Грановитую палату. Она находится между Благовещенским собором и Успенским собором. Вы ее точно совершенно не пропустите. Она выложена камнем, стесанным по 4 граням. И это главное место, где проходили царские пиры, куда прибывали иностранные гости, послы. С правой стороны золотая царицына палата. Ну, когда времена в нашем государстве спокойные, то пройти с экскурсией в великолепный императорский дворец, построенный Константином Тоном, и сейчас он несет главную представительскую функцию в нашем государстве, можно. Поэтому уточняйте, у музеев Кремля очень хороший сайт с хорошей навигацией, поэтому смотрите, вдруг за время выхода нашего выпуска появилось что-то новое. Посидите немножко или постойте немножко на Соборной площади Московского Кремля, попытайтесь вспомнить, что рассказал вам экскурсовод. Ну и на этом мы с вами завершили лишь половину программы, обязательной программы, которую нужно исполнить в музеях Московского Кремля. С Соборной площади, чтобы немножко отдохнуть, дойдите до сада, который находится на обровке Бровицкого холма. Просто прогуляйтесь, посмотрите вниз на реку. Если вдруг вы приедете в мае, это лучшее время, чтобы прогуляться по бровке Бровицкого холма. Будет цвести сирень, будут петь птицы. Найдите дуб, посаженный Юрием Гагариным. Там тоже есть что посмотреть в этом наиважнейшем для Москвы, да и для всей нашей Родины саду. А дальше вдоль фасада Тоновского дворца, ну, скорее всего, перейдя на другую сторону, отправляйтесь в оружейную палату. Перед вами будет Боровицкая башня, и вот не доходя до нее, будет вход в главную сокровищницу нашего государства. Если вдруг вы не были, я страшно за вас рада, потому что вам предстоит невероятное путешествие по страницам истории нашего государства через лучшие предметы ювелирного искусства. Это невероятная совершенно экспозиция была сделана еще в советское время. И путешествуя по залам, вы получаете действительно представление о том или ином периоде истории, рассматривая Евангелие, рассматривая богослужебные предметы, рассматривая потиры, рассматривая кадила, рассматривая Евангелия, заказанные Иваном Грозным как свадебный подарок, невероятной красоты, золотые, серебряные блюда. И самое главное, почувствуйте, что эти предметы держали в руках те, кто управлял нашим государством. Вот когда ты имеешь это в виду, мне кажется, совершенно иные впечатления от встречи с сокровищницей. Смотреть ее можно по-разному. Если вы взяли экскурсию, тоже каждый экскурсовод музеев Московского Кремля идет по своему маршруту. Иногда просто, чтобы группы не соединялись, коллеги договариваются, идут на первый этаж, на второй, спускаются и так далее. Но я, конечно, всегда очень люблю, когда мне удается начать показывать со второго этажа. И тогда вы смотрите домонгольские клады сначала. В любом случае, мне кажется, с этого важно начать. И вы понимаете, какой была домонгольская Русь, какое это было удивительное совершенно государство, и как оно меняется после монгольского завоевания. Это также видно по ювелирным образцам, и здесь нет ни малейших сомнений, как тяжело мы пережили иго. Дальше, посмотрев первый зал, не пропустите колыбель основателя оружейной палаты. После указа императора Александра I, собственно, и была создана сокровищница, хотя предметы собирались значительно раньше, но именно
этот указ открыл страницу истории оружейной палаты Московского Кремля. Потом вы пройдете через предметы, которые использовались во время тех самых пиров в Грановитой палате. Здесь чаши, корчики, те же серебряные блюда, невероятные совершенно предметы. Дальше вы пройдете сквозь 17 век, когда искусство эмали достигло таких высот, что у витрины с эмалями вас просто парализует. Вы будете рассматривать эти Евангелия, 4 евангелистов по краям, и даже не иметь возможности понять, как мастер в 17 веке или мастер в веке 13 делал эти вещи. Я вот когда работала, я всегда говорила, мне проще объяснить вам, как были построены пирамиды в Древнем Египте. Я это понимаю, чем как древнерусский мастер без освещения, без высокоточных приемов творит такую невероятную совершенно красоту. Здесь обязательно нужно увидеть венцы, которыми венчались Александр Сергеевич Пушкин и Наталья Николаевна. Они поступают в сокровищницу из храма Большого Вознесения на Никитской. Ну, конечно, все идут смотреть Карла Фаберже, великолепную коллекцию пасхальных подарков, про которую вам подробнейшим образом расскажут. Но даже если вы придете без экскурсии, эти предметы сами рассказывают свою историю. Здесь же Хлебников, Сазиков, русские великолепные мастера. Ну и дальше вы пройдете в еще один огромный зал, где собраны удивительным образом, я все время над этим думала и размышляла, удивительным образом сохранившиеся подарки от иностранных посольств, история дипломатических отношений государства российского может быть рассказана через эти предметы. Вот как вы заходите с правой стороны, то, что было подарено первым посольством, невероятно интересным посольством Ченслера, он дарит Ивану Грозному, прибыв совершенно случайно из Архангельска в Москву, он дарит такую чашу рассольник, и она сохранилась. Этот подарок грозненского времени, представляете, сколько всего было в нашей истории, и он сохранился. Как это возможно? Когда приезжают из Англии музейные работники из Виктории и Альберта, они рыдают горючими слезами, потому что серебряные барсы, которые стоят справа и слева этой витрины, были взяты для того, чтобы сделать гальванокопии. И в Англии копии с наших кремлевских барсов. Они в свое время, во времена Кромвеля, переплавили огромное количество серебра на драгоценные монеты. А мы нет. Мы храним эти подарки, и через них, еще раз повторю, величие нашей дипломатической истории. Здесь будут шведские подарки, прибывшие из Польши, Речи Посполитой. Здесь будут удивительные натуралии, да, когда мы понимаем, как огромна наша страна, начинают путешествовать купцы и привозят вот эти вот драгоценные раковины, которые оправляются в серебро и тоже становятся драгоценными подарками. В данном случае вам обязательно расскажут историю еще и сватовства, потому что русским царевнам очень сложно было найти себе ровню. Здесь вы увидите великолепные серебряные сервизы, здесь вы увидите горы курильницы, не пройдите мимо. Их очень любил Алексей Михайлович. Ну и обязательно нужно постоять у великолепного олимпийского сербского сервиза, который Наполеон заказывает как свадебный подарок, а потом передаривает императору Александру Первому в знак их дружбы. Помните заключение Тильзитского мира, когда на мосту встречаются два великих императора своего времени, ну и буквально через несколько лет после уверений и заверений в дружбе Наполеон Бонапарт вторгнется в пределы российские.
Мы посмотрели с вами второй этаж оружейной палаты и по торжественной лестнице спускаемся вниз. Здесь драгоценные ткани, наряды, которые рассказывают нам о том, что мы значительно ближе были к востоку, чем к западу, и это очень хорошо видно. При этом абсолютно фантастические императорские платья императриц, которые по указу Петра I хранятся в сокровищнице, драгоценные церковные ткани, сакосы, вышитые разные богослужебные предметы, митры и так далее, и так далее. И сакос митрополита Петра, сохранившийся с XIV века. Ну и многие говорят и всегда задавали вопрос на экскурсии, ну как возможно, чтобы ткань сохранилась с XIV века, а мы всегда говорим, даже если одна нитка сохранилась, и эта вещь уже считается подлинной, и, конечно, золотые руки реставраторов музеев Московского Кремля над этим драгоценным предметом работали. Дальше троны. Ну, про троны даже я не буду вам сегодня рассказывать, потому что берите аудиогид, мы тогда никогда не выйдем за пределы Московского Кремля. Троны, императорские короны, главная реликвия дома Романовых хранится здесь же, но не в сокровищнице, а в алмазном фонде. То, что помнят все, побывавшие в детском возрасте в оружейной палате, это кареты. Как я любила раньше рассказывать, кареты, невероятно драгоценные, от первого подарка Борису Годунову до той кареты, которую Елизавета Петровна, в которой она приезжает из Петербурга в Москву, великолепный подарок графа Разумовского, екатерининские кареты уже русской работы. Вот это все великолепие тоже предстанет перед вашим взором. Ну и дальше седла, сбруя, упряжь конская и невероятные подарки от турецких султанов, которые фиксировали мирный договор после русско-турецких екатерининских войн. Вы увидите подарки, привезенные в Российскую империю после русско-турецкой войны, когда Крым становится частью Российской империи, и так далее, и так далее, и так далее. Ну и выходя, обратите внимание, здесь же на первом этаже на колокол, который был, вот вы выходите, и слева будет колокол, он был на Набатной башне Московского Кремля. Он созвал москвичей на чумной бунт. У этого колокола был вырван язык, и он был первым неодушевленным ссыльным. Он отправляется в Сибирь, но потом был возвращен, и теперь тоже часть этой грандиозной экспозиции. Почему я позволила себе так подробно говорить? Моя главная задача, конечно, вы понимаете, что я не могу вам провести экскурсию по оружейной палате Московского Кремля, а очень бы хотела. Моя задача, чтобы вы отправились в сокровищницу, еще и потому, что в ближайшие годы, мы сейчас с вами в 2025 году, я думаю, что в ближайшее время музей Московского Кремля переедут. Они переедут на Красную площадь, они выйдут за пределы Московского Кремля. И, кстати, очень симпатично, про это сейчас уже рассказано на сайтах музеев Московского Кремля, они переедут в здание, которое находится справа от ГУМа. Это здание, построенное архитектором Романом Клейном. Это средние торговые ряды. Долгие-долгие годы там были военные. И вот этот громадный комплекс займут музей Московского Кремля. Часть экспозиций останется в Кремле, но она уже не будет той, к которой привыкли несколько поколений туристов, прибывающих в Кремль, и вам обязательно, обязательно эту экспозицию нужно увидеть. Посмотрев все, вы спускаетесь вниз, и в оружейной палате Московского Кремля, это я вас еще не отправляю в алмазный фонд, это отдельная экспедиция. Ну, хотя, если вы хотите посмотреть и уже к вечеру умереть от усталости, то можно еще один музей. Но, наверное, сегодня говорить, как попасть в алмазный фонд, я не буду. Мы, может быть, как-то отдельно про это проговорим.
Спускаясь вниз по ступенечкам, вы пройдете через книжный киоск музеев Московского Кремля. Есть замечательный путеводитель по оружейной палате, есть детский путеводитель по Кремлю, который от всей души я вам рекомендую. Но и обратите внимание, Кремль делает свои собственные сувениры, иногда приурочив выпуск сувениров к той или иной выставке, иногда делают реплики драгоценных предметов, которые, собственно, бережно хранятся в оружейной палате. Ну, если вы хотите купить какой-то сувенир, то я бы это делала, конечно, здесь на выходе из оружейной палаты Московского Кремля. Во-первых, музейные сувениры, они всегда, ну, как правило, хорошего качества. Ну и просто вспомнить, где вы эту вещь купили, мне кажется, тоже очень и очень приятно. Одевшись, если вы приехали зимой, ну или просто выйдя налегке, можно выйти через Боровицкую башню Московского Кремля, там есть отдельный выход, и пройти по Александровскому саду. Александровский сад – это действительно сад, мемориальный сад. Он был устроен после Наполеоновской войны, и у вас под ногами течет речка Неглинка. Она как раз у Боровицкой башни делает колено и, поворачивая, впадает в Москву-реку. Здесь будут опять совершенно замечательные клумбы, сирень, будут петь птицы. Но на что нужно обязательно в Александровском саду обратить внимание, вы пройдете опять с правой стороны мимо той самой стекляшки, в которой вы покупали билет, вы пройдите под мостом, по которому заходили в Кремль, да, от Кутафьи до Троицкой башни, и вы входите в ту часть Александровского сада, в которой сейчас множество памятников. И есть маленькая калиточка у такой современной пристройки к Кремлевской стене, через которую выходит почетный караул. Если вдруг вы оказались в этом месте без 5 любого часа, то у вас есть возможность увидеть, как из этой калитки выходит почетный караул. Детям это будет невероятно интересно. Я когда вожу экскурсии, сейчас мало там вожу, ну, в силу разных обстоятельств, но всегда старалась подойти в этот момент, потому что, да, вот этот вот почетный караул, эти невероятные совершенно красоты и стати солдатики, можно я их так с любовью назову, выходят из калиточки и уже идут к вечному огню. С левой стороны маленький и неприметный фонтан, который ставит Осип Баве, и это фонтанчик, где в тихую, хотел сказать, лунную ночь можно услышать речку Неглинку, но фонтан не безинтересный, потому что действительно, ну, последние годы ничего не слышно, а лет 10 назад действительно шум воды, вод и волн Неглинки можно было здесь услышать. Обязательно посмотрите на грот-руина. Вы не пройдете мимо, двигаясь по Александровскому саду. С правой стороны один из самых трогательнейших памятников Москвы. Его проектирует Осип Баве, и он рассказывает о пожаре Москвы в 1812 году. Он сложен в том числе и из фрагментов сгоревших московских домов, сгоревших в наполеоновском пожаре. В этом гроте в XIX веке внутри играл духовой оркестр, например. Перед ним была в XIX веке устроена песочница, потому что это сад, и московские дети такие нарядные, что тогда, что сейчас, с удовольствием строят куличики. Обратите внимание на стеллу, которая появилась к 300-летию дома Романовых. Здесь же будет памятник патриарху Гермогену, который вместе с Мининым и Пожарским собирает ополчение в смутное время. Ну и, конечно, комплекс мемориальный, посвященный памяти о Великой Отечественной войне.
наш вечный огонь, могила неизвестного солдата. Но всегда нужно остановиться, помолчать, вспомнить своих участников Великой Отечественной войны и все то, что мы с вами вместе пережили. И выходя из Александровского сада через торжественные ворота, ну, перед вами дилемма. Если вы все еще живы, то, конечно, нужно зайти в исторический музей. Это место, где находилось здание, первое здание Московского университета, первой аптеки и исторический музей, так же, как и музей Кремля, но по-своему рассказывает историю государства российского. Если у вас нет сил идти с экскурсией, то просто пробегитесь по залам, и вот что из этой череды мундиров, портретов, предметов выхватит ваш взгляд, обязательно остановитесь и поставьте себе заметку, что когда в следующий раз вы приедете в Москву, Кремль же вы уже посмотрели, вам нужно будет начать с подробной экскурсии по историческому музею. Исторический музей занимает сейчас, прямо перед вами будет два здания. С левой стороны так называемый музей 1812 года с замечательными совершенно временными выставками. Но вот вы зашли на Красную площадь, и с левой стороны, к сожалению, очень часто бывает закрыт двор Монетного двора, где выставлены пушки, но не пропустите перед Казанским собором с левой стороны замечательный сувенирный магазин исторического музея. Он не менее хорош, чем сувенирный музей Московского Кремля. Нужно обязательно купить там какой-нибудь лото или шарфик. Он такой большой. Поверьте мне, не потеряете времени и не пожалеете. Ну и вот вы вышли на Красную площадь, тоже надо на одну секундочку как-то замереть, осмотреться, посмотреть на здание Сената, посмотреть на мавзолей. Ну и здесь у вас несколько вариантов. Да, вы можете встать в очередь в мавзолей, пройти вдоль Кремлевской стены, ну и если вас в мавзолее не принимали в пионеры, то хотя бы один раз в жизни, конечно, творение архитектора Щусева и Мельникова нужно обязательно увидеть, но так мне кажется. Вы можете пойти в мавзолей. Если вы уже совершенно без сил, идите в ГУМ прямо при входе, там несколько палаток, обязательно съешьте знаменитое гумовское мороженое, которое там начали продавать еще в советское время. Подойдите к фонтану, где из конуса вам не нальют воды Лагидзе, да, но нальют сироп и лимонад, и вы почувствуете, что ГУМ за эти годы совершенно не утратил гений этого места и остается действительно такой и выставочной площадкой, и остается местом, где тени людей, которые приходили сюда и в 30-е, и в 40-е, и в 50-е, и в 70-е годы, абсолютно никуда не делись. Там сейчас все устроено, как мне кажется, с большим уважением к истории советской. Ну и дореволюционной, конечно, тоже. В ГУМе можно поесть, можно зайти в ресторан с видом на Красную площадь, либо подняться на второй этаж, где есть столовая. Только будьте аккуратны, народу там, как правило, много, но кормят тоже вкусно. Поэтому многие предпочитают подняться наверх и отобедать именно там. Но что еще нельзя пропустить, видите, мы сегодня с вами говорим о Кремле и о Красной площади, это, конечно, собор Василия Блаженного. Это бриллиант на короне государства российского, которого так не хватало Ивану Грозному. И этот удивительный храм, поставленный в честь взятия Казани, обязательно, обязательно, обязательно нужно посмотреть, и лучше с экскурсией. Билет тоже можно купить на сайте или, ну, по крайней мере, до последнего времени они продавали билеты прямо при входе. И оказаться в лабиринте этих пределов, изумиться росписям старомосковским, постоять у алтаря или, может быть, даже услышать выступление ансамбля духовной музыки, который очень часто там Василия Блаженного поет, и посмотреть
посмотреть на виды Красной площади, посмотреть на Васильевский спуск, ну и уже совершенно обессиленным сесть на ступеньки у лобного места и попытаться вспомнить этот удивительный день, который вы впитали, всю эту сокровищницу, не побоюсь этого слова, и историческую, и в прямом смысле нашей страны. Это, конечно, практически нереальная история, чтобы пройти все то, что мы с вами наметили. Давайте я повторю. Мы с вами наметили экскурсию по Соборной площади с посещением Успенского собора. Мы с вами наметили сразу же поход в оружейную палату Московского Кремля. Мы с вами наметили прогулку по Александровскому саду вдоль Кремлевской стены и выход к историческому музею. Мы с вами, забыла я вам предложить еще зайти в Казанский собор, но я думаю, что вы сориентируетесь на месте. Мы непременно должны перекусить или на Никольской улице, или зайти в ГУМ, ну и собор Василия Блаженного, и посидеть, наверное, уже это будут сумерки, и посмотреть на Красную площадь, обязательно послушать куранты Спасской башни и помечтать о том, что вы непременно эту прогулку, еще раз повторите, уже с детьми или с внуками, или сразу со всеми, потому что, конечно, центр нашего города – это то, что непременно надо изучить и москвичам, прежде всего, наверное, но и гостям столицы. Здесь миллион возможностей, куда пойти гулять еще от Кремля, от Красной площади. Вы можете пойти гулять по Никольской и Ильинке, вы можете пойти по Никитской улице, вы можете пойти по Волхонке, вы можете отправиться в Москворечье. Но, наверное, это будет уже следующий день. И на этом наш эксперимент с говорящей головой, да, с таким намеченным маршрутом по центру нашего города мы, наверное, завершим. И в следующий раз пойдем в Третьяковскую галерею и за Москворечье. Но уже оттуда, наверное, пойдем на Волхонку и в музей изобразительных искусств. Ну и, конечно, просим вас, пожалуйста, пишите комментарии, насколько вам понравился этот наш новый формат, был ли он вам полезен, задавайте дополнительные вопросы. Ну и, конечно, читайте описание перед видео, мы там дадим ссылки, там есть описание на наши другие ресурсы. Напоминаю, давно не напоминала, что у нас есть закрытый канал в Бусти, там тоже будет ссылка, и там, ну, по крайней мере, 4 раза в неделю мы представляем разные рубрики, прогулки по Москве. У нас есть закрытый канал в Телеграм, где мы тоже вас ждем, и благодаря этим платным подпискам мы можем развивать и наши бесплатные ресурсы. Приходите на экскурсии по Москве. Благодарю вас от всей души, если вы досмотрели до конца, и ждем ваши комментарии. Но то, что надо ставить лайки, я говорить не буду. Я думаю, что вы и так это прекрасно понимаете. Спасибо вам огромное.